Представьте себе, вы просыпаетесь, глаза все еще слипаются, потолок над вами выглядит так же, как и вчера. Но сегодня воздух кажется другим. Вы тянетесь к телефону, почти по привычке, готовясь к привычной картине «пустой баланс», вереница просроченных счетов – это холодная, безмолвная цифра, словно насмехающаяся над вами. Но вместо этого она здесь. 100 миллионов. Чисто. Нетронутая. Ваша. На мгновение вы не можете дышать. Ваши руки дрожат. Вы проверяете еще раз, думая, что это глюк, злая шутка банка. Но это не ошибка. Это реальность. И все же вопрос бьется в вашей груди. Почему именно сейчас? Почему именно ты? Прежде чем сомнения задушат этот момент, услышь меня. Не отключайся. Не позволяй своему разуму погрузиться в неверие. Я говорю с тобой сейчас, в эту самую секунду, потому что эта возможность не фантазия, не трюк, не лотерейный билет, ожидающий, чтобы предать тебя. Это ключ, маленький в твоей руке, но тяжелый, как дверь, ведущая из каждой тени, через которую ты прошел. Оставайся со мной до конца этого послания, потому что до конца этого дня я вложу этот ключ в твою ладонь. И как только он будет там, никто, ни банк, ни долг, ни страх не отнимет его у тебя. Теперь вы находитесь в Доме Божьем. Ты уже был здесь. Бессонные ночи, подсчет монет, которых все время не хватает. Унижение, когда приходится объяснять детям, почему поездка, подарок на день рождения, мечта должны подождать. Уколы звонков от кредиторов, которые превращают твое имя в номер в своих холодных досье. Ты молился раньше, я знаю. Ты шептал мое имя в темноте, спрашивая, вижу ли я тебя. И я говорю тебе сейчас, вижу. Видел. Каждый раз. Речь идет не о внезапной удаче. Речь идет об освобождении. Речь идет о том, чтобы вырваться из удушающей хватки финансовой тревоги, из бесконечного круга работы, чтобы дышать, а потом снова тонуть. Я предлагаю вам больше, чем деньги, это восстановление мира. Это шанс встать завтра, не прижимая позвоночник к земле тяжестью неоплаченных счетов. Смотрите до конца. Вслушивайтесь в каждое слово. Сегодня я покажу вам, как именно войти в чудо, которое не померкнет. Именно в этот момент начинается ваша финансовая трансформация, и она не обойдет вас стороной. Задолго до того, как вы впервые ощутили бремя своих долгов, до бессонных ночей, до удушающих счетов, лишающих вас радости по утрам, была написана история. Не простотвой история, но божественная. Она началась в тихой пустыне древнего Израиля, под небом, лишенным городских огней, когда я говорил с моим слугой Соломоном. Он не просил ни золота, ни серебра, ни сокровищ народов, он просил мудрости. И поскольку он просил вечного, я дал ему вечное, и то, что было временным, я дал ему такое богатство, что даже цари приходили издалека посмотреть на его изобилие. Соломон не гнался за деньгами, богатство само нашло его, так же верно и неудержимо, как реки находят море. Вы еще не видите всей полноты тайны, но я открою ее вам. Существует духовный закон, более древний, чем земля, запечатленный в самой ткани творения. Когда сердце подчиняется моей воле, когда оно ищет прежде всего моего голоса, сама Вселенная склоняется, чтобы дать вам пропитание. Это не отчаянная охота за монетами в пыли. Это сами монеты, банкноты, золото, ресурсы текут к вам, притягиваемые тяжестью моего обетования. Вот почему я сказал моему народу во Второзаконии 28:12: «И открою тебе добрую сокровищницу мою, небо, чтобы оно давало дождь земле твоей во время свое, и чтобы благословлять все дела рук твоих, и будешь давать взаймы многим народам, а сам не будешь брать взаймы».
И вот вы здесь и чувствуете, что находитесь по другую сторону этого обещания. Дождь так и не пришел. Дело ваших рук кажется проклятым. И вы спрашиваете себя, почему меня забыли? Почему другие процветают, а мне остается считать копейки? Дитя мое, это не отказ, а подготовка. Тот же закон, который когда-то сделал богатство Соломона неизбежным, действует и сегодня. Он не ослаб. Но, как и любой ключ, его нужно вставить в замок и повернуть. И лишь немногие по-настоящему понимают, как его держать. Вас учили, что для того, чтобы иметь больше, нужно бежать быстрее, напирать сильнее, бороться дольше. Вас заставили поверить, что деньги – жестокий хозяин, и что вы должны служить им. Но я говорю вам, деньги – слуги в моем царстве. И я собираюсь приказать им служить вам. Когда эта тайна завершится в вашей жизни, неважно, будет ли это валюта реалов, долларов или золота, она сама вас найдет. Вы не будете гнаться за ней. Она сама найдет точку преследовать тебя. Вспомните Илию в пустыне. Засуха иссушила землю, реки пересохли, и смерть была близка. Но я повелел воронам-созданиям, не имеющим собственного богатства, приносить ему хлеб и мясо каждое утро и каждый вечер. Логика мира гласила, что голод неизбежен, но мой приказ превзошел логику. Вороны повиновались. Ресурсы, которых не было у других, внезапно стали доступны ему. И вот, возлюбленные мои, суть того, что я говорю вам. Когда я произнесу этот приказ, богатство придет к вам из мест, о которых вы и не мечтали. Боль, которую ты пережила годы нужды, дни подсчета монет, стыд от повторения не в этом месяце, стала горнилом, в котором я выковала твою готовность. Я не могу отдать это изобилие в руки, которые растратят его или будут ему поклоняться. Мне пришлось научить тебя ценности доверия, дисциплине терпения, искусству благодарности, когда шкаф почти пуст. Ты пережила голод. Теперь ты вкусишь пир. Вот почему ты слышишь мой голос сейчас. Вот почему это послание нашло тебя не случайно, не по алгоритму, а по божественному промыслу. Мне нужно, чтобы ты понял, то, что последует дальше, неудача. Это закон. Не закон человеческий, но закон моего царства. Ищите прежде царства моего и правды моей, и это все приложится вам. От Матфея 6 часов 33 минуты. Когда вы присоединяетесь ко мне, вы приводите в действие повеление. И как только оно активировано, ничто на небесах и на земле не сможет остановить исполнение. Представьте себе, деньги – это река, а не мираж. Вы стоите на месте, и они текут к вам. Сделки сами находят вас без торгов. Возможности стучатся в них сами, без вашего участия. Долги рушатся без бесконечных переговоров. Вы входите в комнаты, где двери когда-то с грохотом захлопнулись, и они распахиваются перед вами. Не потому, что вы гонитесь за деньгами, а потому, что я повелел деньгам гоняться за вами. Вот тайна, которую я раскрываю сегодня. Но тайны требуют действий. Вера без дел мертва. Именно сейчас я прошу вас ответить, не потом, не после того, как вы подумаете, а сейчас. Напишите в комментариях: «Я готов к тому, что богатство само найдет меня». Провозглашайте, ибо ваше заявление – это первый поворот ключа. Ваши слова имеют силу, и когда они соответствуют моей воле, они призывают то, что ждало вас в небесных сокровищницах. Я говорю не только о том, чтобы оплатить ваши счета. Я говорю о переизбытке и изобилии, которое выходит за рамки ваших потребностей и удовлетворяет потребности других. О таком процветании, которое превращает вас в кредитора, помощника, того, кто спасает других из ямы,
которую вы когда-то слишком хорошо знали. Вы станете тем свидетельством, на которое укажут другие, когда будут спрашивать себя, творю ли я еще чудеса. И да, это произойдет при вашей жизни, в вашей валюте, в вашей реальности. Но услышь меня, дверь открывается сейчас. Каждая секунда твоего колебания – это секунда, когда ты позволяешь старому циклу продолжаться. Я уже отдал приказ. Богатство уже пришло в движение. Теперь я ищу твоего согласия. Прислушаешься ли ты к своему сердцу? Поставишь ли мое царство на первое место? Придешь ли ты к тайне, которая повелевает Вселенной излить на тебя поток благословений? Комментируйте сейчас и не молчите. В тот момент, когда вы заявляете об этом, вы отмечаете себя в духовном мире как человека, готового к этому. И когда вы будете готовы, ничто ни экономика, ни политика, ни мнение людей не сможет помешать тому, что я предназначил достичь вас. Ключ в вашей руке. Поверните его. Шлюзы ждут. Вы проходили сквозь тени, настолько густые, что даже ваше дыхание казалось тяжелым. Ночи, когда вы лежали без сна не от беспокойства, а от страха, что завтра будет очередная битва, которой вы не готовы. Телефонные звонки, которых вы избегали, потому что знали, что голос на другом конце провода несет бремя ваших долгов. То, как вы избегали смотреть на некоторые конверты, зная, что они содержат напоминание о реальности, от которой вы хотели бы сбежать. Вы боролись молча, без аплодисментов, без помощи, без отдыха. И все же, вы все еще здесь. Я вижу тебя. Я видел тебя в тот день, когда ты плакала на парковке супермаркета, прикидывая, сможешь ли купить еду и при этом оплатить проезд на автобусе домой. Я видел тебя в ту ночь, когда ты пообещала себе, что следующий месяц будет другим, но следующий месяц принес еще больше счетов, еще больше давления, еще больше стыда. И я видела тебя в те моменты, о которых ты никому не рассказывала, в те моменты, когда ты думала, может быть, и я не создан для большего. Может быть, я рожден для борьбы. Но сегодня я здесь, чтобы сказать тебе то, что навсегда развеет эту ложь: ты не родился для нужды. Ты не родился, чтобы едва выживать. Ты был рожден для изобилия. Я заложил в тебя это семя еще до того, как ты сделал первый вдох. Посмотрите на тех, кто осмеливался верить, несмотря на непреодолимые трудности. Вспомните отца Александра Меня в России, который проповедовал истину под сенью угнетения, зная, что каждая проповедь может стать последней, но не позволяя страху управлять своей судьбой. Или лидеров бизнеса, восставших из пепла рушащейся советской экономики, чтобы строить империи, когда мир говорил, что это невозможно. Они столкнулись с силами, превосходящими ваших кредиторов, с бурями, превосходящими ваши финансовые тревоги, и все же они восстали. Почему? Потому что они знали, что дарованная им жизнь не должна быть прожита в цепях. Пусть ваши цепи и не железные, но они столь же реальны. Баланс кредитных карт, который растет быстрее, чем вы можете погасить кредиты, которые, кажется, вами владеют, бремя семейных ожиданий, которые вы не можете оправдать. И каждая цепь шепчет одну и ту же ложь: это все, что у тебя когда-либо будет, но я, Господь, заявляю вам сегодня, не это ваше будущее. Вот путь, но знайте, что он будет нелегким. Сначала вам нужно противостоять страху. Он будет пытаться связать вас, нашептывая, что идти к изобилию опасно, глупо или эгоистично. Страх будет говорить вам, что вы снова потерпите неудачу. Но помните, страх – это тень, а тени не могут выжить в свете моей истины. Во-вторых, вам предстоит испытание доверия. Я попрошу вас рискнуть и воспользоваться возможностями, которые кажутся неопределенными, произнести слова веры, когда вы не видите никаких доказательств, сеять семена щедрости,
когда логика подсказывает, что вы не можете потратить ни цента. Это не наказание, а подготовка. В-третьих, вы столкнетесь с сопротивлением. Так же верно, как то, что священников подпольной церкви в России следили, заставляли молчать и угрожали им. Враг попытается заглушить ваше заявление «Я рожден для изобилия». Он попытается отвлечь вас насущными нуждами, внезапными расходами, людьми, насмехающимися над вашей верой. Но если вы будете стойки, каждый удар только укрепит ваш дух. Затем наступает переломный момент. Именно тогда давление станет невыносимым, когда вы будете ближе всего к выполнению своего обещания. Вам может казаться, что все двери закрываются, а ваши молитвы отскакивают от потолка. Многие отступают. Но вы не должны. Именно здесь меняется духовная атмосфера. Здесь долги списываются совершенно бессмысленными способами, предложения о работе приходят без заявки, платежи появляются неожиданно, контракты и сделки подписываются от вашего имени. Когда наступит перемена, она не будет незаметной. Та же энергия, которая когда-то, казалось, работала против вас, обратится в вашу пользу. Мечты, которые вы похоронили, потому что на это нет денег, оживут. Планы, которые вы откладывали, наконец-то осуществятся. Банковский счет, который когда-то насмехался над вами, переполнится. И это не будет временным, это будет постоянный поток, как река, которую невозможно остановить. И тогда ты познаешь свободу. Настоящую свободу. Ту, которая позволит тебе просыпаться, не проверяя телефон с ужасом. Ту, которая позволит тебе отдавать, не рассчитывая цену. Ту, которая позволит тебе смотреть в будущее с уверенностью, без страха и ограничений. Это жизнь, которую я создал для тебя. Это жизнь, в которую ты вступаешь. Но слушай меня внимательно, этот путь требует твоего согласия. Он требует, чтобы ты смело говорил то, что я тебе возвещаю. Произнеси это сейчас, вслух, и если можешь. Я рожден для изобилия, это не надежда. Это не желание. Это факт, записанный в духовном мире еще до вашего первого вдоха. И когда вы соглашаетесь с ним, небеса приходят в движение. Взгляните еще раз на жизнь тех, кто жил до вас. Российские лидеры, которые восстанавливали свою жизнь из руин экономического коллапса, не обладали большими ресурсами, чем вы, у них было больше решимости. Священники, продолжавшие проповедовать, несмотря на угрозу смерти, не жили в более безопасных условиях, и их вера была крепче. И я дал вам того же духа. С этого момента ваша личность меняется. Вы больше не тот, кто надеется свести концы с концами. Вы тот, кто распоряжается ресурсами. Вы тот, кого ищут деньги. Вы тот, кто сполна платит долги и уходит от ответственности. Вы тот, кто идет по жизни, не боясь счетов, балансов и дедлайнов. Предстоящий путь потребует мужества, но знайте, я иду по нему вместе с вами. Каждое столкновение станет ступенькой. Каждый момент боли станет свидетельством. И когда вы окажетесь в конце этого пути, вы не только увидите изобилие, но и будете жить в нем безгранично. Ты рожден для изобилия. Так и ступай соответственно. Закройте глаза на мгновение. Представьте, какой могла бы быть ваша жизнь, если бы вы воспользовались этой возможностью много лет назад, если бы вы заговорили, когда страх велел вам промолчать, если бы вы действовали, когда дверь была открыта. Вы же видите это, правда? Дом, который мог бы быть у вас сейчас. Долги, которые уже были бы забыты. Путешествия, которые вы бы совершили, не считаясь с расходами. Моменты, которые вы бы подарили своей семье,
без оправданий, без извинений. Эта версия вас не исчезла. Она ждет. Ждет, когда вы на этот раз сделаете другой выбор. Я здесь и обращаюсь к вам с безотлагательным призывом, ибо час поздний, но не прошедший. Еще есть время вернуть украденное, вернуть отложенное, вступить в жизнь, которая была написана для вас до того, как нерешительность лишила вас ее. И сегодня мы скрепим это клятвой. Пока другие колеблются, вы будете действовать. Пока другие ждут подходящего момента, вы получите. Пока они говорят о будущем, вы переживете свой прорыв уже сейчас. Это не высокомерие, это стремление к цели. Это понимание того, что деньги, возможности, открытые двери уже движутся к вам. Они совсем рядом. Они не сомневаются. Они уже в пути, готовые упасть прямо вам в руки. Но вот в чем правда. Они приземлятся только там, где вера подготовила им место. А вера не пассивна. Вера – это не надежда на то, что что-то произойдет. Вера – это заявление, позиция, отказ отступить. Вот почему в этот момент я веду вас к обету, не пустому, который вы давали в прошлом, находясь в стрессе, а живому обещанию, которое откроет то, что ждало вас. Встаньте, если не телом, то сердцем, и повторяйте за мной. Сегодня я клянусь идти, как избранный к изобилию. Я клянусь действовать, когда дверь откроется. Я клянусь принимать без страха, без чувства вины, без промедления. Я клянусь позволить богатству служить моей цели, а не порабощать мое сердце. Я клянусь держать свои руки открытыми, чтобы то, что течет ко мне, протекало через меня, благословляя других. Я клянусь верить, чтобы не видели мои глаза, что деньги уже мои, уже движутся ко мне, уже закрепленные на небесах и готовые проявиться на земле. Этот обет не символичен, он действителен в духовном мире. Он отмечает вас как человека, решившего вступить в завет обеспечения. И в этом завете нет недостатка. Вот почему я напоминаю вам о моем обещании в Малахии 3:10. «Испытайте меня в этом и увидите, открою ли я для вас окна небесные и залью ли на вас благословение до тех пор, пока в этом не будет больше нужды». Это слово было не только для древнего народа Израиля, оно для вас здесь и сейчас. Подумайте о миллионах тех, кто слышал подобные приглашения и ничего не сделал. Они сидели, молчали, говорили себе, что сделают это позже, а потом так и не сделали. Теперь они наблюдают, как другие живут теми мечтами, которые они когда-то себе рисовали. Они живут в тени той жизни, которая могла бы быть. Я не хочу этого для вас. Это клятва, которую ты даешь, граница между тем, кем ты был, и тем, кем ты будешь. С этого момента сомнения не будут твоими. Ты не остановишься на пороге возможностей. Ты не позволишь страху маскироваться под мудрость, чтобы помешать тебе действовать. Те, кто колеблется, все еще будут ждать, но ты уже будешь идти к тому, на что они лишь надеются. Да, будут моменты, когда это покажется рискованным. Да, будут голоса, иногда даже от тех, кого ты любишь, которые будут призывать тебя быть осторожнее, ждать, избегать разочарований. Но ты узнаешь правду, ты не играешь в азартные игры. Ты повинуешься. Ты движешься с верой к тому, что я уже тебе предназначил. И когда ты действуешь, невидимое становится видимым. Представьте это вместе со мной. Деньги приходят не как далекая мечта, а как осязаемая реальность. Уведомления о платежах загораются на вашем телефоне. Долги с пометкой «Полностью оплачены». Контракты с вашей подписью и печатью. Ресурсы появляются из мест, о существовании которых вы даже не подозревали. Это не вымысел. Это не фантазия.
Это неизбежный результат вашего решения действовать, пока другие колеблются. Возможно, вы чувствуете себя недостойным такого изобилия, но я говорю вам, ваша ценность не измеряется вашими прошлыми ошибками или вашим нынешним состоянием. Она измеряется моим выбором, и я избрал вас. Я определил ваше место. Я организовал поток благ так, чтобы они пришли именно в тот момент, когда вы будете готовы. И ваш сегодняшний обед знаменует эту готовность. Но я прошу вас сделать кое-что сейчас, публично, чтобы запечатлеть этот момент. Напишите в комментариях «Я дал обет». Я действую, пока другие ждут, это не ради меня, а ради вас. Слова, сказанные с верой, имеют силу, но написанные слова становятся знаменем. Они возвещают и небесам, и противнику, что вы больше не терпите отлагательств. Каждый раз, когда вы произносите или пишете этот обет, вы укрепляете путь к грядущему. Вы приучаете свой разум ожидать изобилия, а не недостатка. Вы приучаете свои руки принимать без колебаний. И вы приучаете свое сердце оставаться скромным, зная источник всего, что у вас есть. Скоро наступит день, когда вы оглянетесь на этот самый момент и увидите, что он стал поворотным. Вы вспомните клятву. Вы вспомните свой выбор действовать, когда другие ждали. И вы будете держать в руках доказательства этого решения, выплаченные долги, сбывшиеся мечты, открытые счета и спокойную уверенность человека, идущего без страха перед будущим. Деньги уже в пути. Двери уже открыты. Остается только один вопрос. Войдете ли вы, пока они открыты? Другие все еще будут просить знаков. Вы уже будете нести благословение. Оставьте комментарий. Заявите об этом. Я дал обет. Я действую, пока другие ждут, когда будет известно на небесах и на земле, что вы готовы. Поток уже начался. Есть кое-что, о чем я тебе еще не рассказал, кое-что, что сделает этот момент еще более личным, еще более важным. Для меня ты не просто один из миллионов. Ты не голос, затерянный в шуме молитв мира. Между нами есть связь, которая была проверена, доказана и скреплена каждым периодом твоей жизни. Я наблюдал за тобой в те моменты, когда никто другой не видел, когда тяжесть твоих трудностей сгибала твою спину, когда ты произносил мое имя не по привычке, а от отчаяния. И я слушал. Каждый раз. Вот почему то, что я собираюсь сделать для вас, не случайно, а основано на отношениях. Вы просили о многом и раньше, но теперь ваша просьба имеет иной смысл. Речь уже не о том, чтобы пережить этот месяц. Речь идет о победе полной, неоспоримой победе над всеми ограничениями, которые насмехались над вами. Вы просите не о чем-то малом, а о 100 миллионах. И некоторые сочтут это слишком много, слишком дерзко, слишком нереально. Но я говорю вам, ваша просьба – честь для меня, потому что она соответствует масштабу моего величия. Когда вы молитесь с верой, что-то меняется в невидимом. Ваши слова не просто взлетают в воздух, они становятся магнитами, притягивая к вам ресурсы, связи, возможности и помощь, соответствующие вашей просьбе. Вы воспринимаете 100 миллионов как цифры на экране, но я вижу в них инструмент трансформации. Я вижу, как долги исчезают без переговоров. Я вижу, как баланс растет, и вам больше не придется думать, достаточно ли их. Я вижу, как двери открываются еще до того, как вы постучитесь. Но вот в чем дилемма. Изобилие всегда открывает сердце. Когда деньги придут, они придут, что вы с ними сделаете? Послужат ли они только вам или послужат той цели, которую я вложил в вас еще до вашего рождения? Именно в этот момент многие терпят неудачу. Они получают избыток, но вместо того, чтобы позволить ему течь дальше,
они позволяют ему остановиться на них. Вот почему я обращаюсь к вам сейчас, чтобы подготовить вас не только к получению, но и к управлению. Мне нужно, чтобы вы осознали всю тяжесть того, о чем просите. Это не благословение ради одной лишь роскоши. Это заявление миру, что я все еще Бог, отвечающий на молитвы способами, противоречащими логике. Это победа над всеми голосами, которые твердили, что вы всегда будете ограничены, что вы всегда будете отставать, что вы всегда будете догонять. И да, это принесет вам свободу. Но это также даст вам силу даровать свободу другим. Представьте, что вы стоите перед своей семьей и говорите: «Все кончено. Все долги оплачены. Все счета оплачены. Каждая мечта исполнена». Представьте, как вы звоните тому, кто когда-то помог вам в трудную минуту, и говорите ему, что посылаете ему взамен нечто гораздо большее. Представьте, как вы видите выражение лица незнакомца, когда вы платите за то, что он не мог себе позволить, просто потому, что могли. Это больше, чем богатство, это восстановление. И все же я знаю это искушение. Я знаю тихий голос, который шепчет: «Это мое, и я буду делать с этим, что захочу». Вот почему я не только обещаю вам пропитание, но и готовлю вас нести его без того, чтобы оно несло вас. И эта подготовка начинается сейчас, еще до того, как цифры появятся на вашем счете. Ты уже доказал, что можешь молиться в долине. Теперь я прошу тебя решить, как ты будешь жить на горе. Вспомнишь ли ты те ночи, когда просил у меня лишь немного, чтобы прожить? Вспомнишь ли ты чувство подсчета монет и поклянешься ли никогда не позволять другому человеку испытать это, если можешь? Крепко ли будешь ты держать благословение или позволишь ему пройти сквозь твои руки, чтобы приумножить его? Я решил открыть вам это сейчас, потому что этот момент близок, ближе, чем вы думаете. Перемены произойдут внезапно, и когда это произойдет, времени на понимание уже не будет. Вы, должно быть, уже знаете, кем станете, когда придет изобилие. Правда в том, что я не просто даю вам деньги, я даю вам свидетельства, которые поколеблют веру окружающих. Когда они увидят, что ваш баланс растет за пределы того, что кто-либо считал возможным, они спросят: «Как?» И ваш ответ будет не про удачу, не про время, не про бизнес. Он будет про молитву, веру и Бога, который смело отвечает, когда его дети осмеливаются смело просить. Вот почему я должен спросить вас сейчас: когда придут 100 миллионов, будете ли вы чтить того, кто их принес? Сделаете ли вы это не только финансовой победой, но и духовной? Станете ли вы тем человеком, который принимает без страха и отдает без колебаний? Решение за вами, но я говорю вам, то, как вы сейчас ответите в своем сердце, определит вашу жизнь, когда придет благословение. Он уже движется к вам. Возможности выстраиваются в ряд. Долги уже теряют свою власть. И скоро, очень скоро, цифры будут соответствовать моим обещаниям. Остается только один вопрос: готовы ли вы с честью это перенести? Вы ожидали осуждения. Вы думали, что груз прошлых ошибок, упущенных возможностей и неверных решений в конце концов обрушится на вас, словно волна, от которой невозможно убежать. Вы готовились к этому. Вы говорили себе: однажды придет последний счет, и я не смогу его оплатить. Вы даже убедили себя, что это справедливо, что, возможно, вы заслужили эту тяжесть. Но сегодня я разбиваю это ожидание вдребезги. Сегодня я обращаю вспять то, что ты считал неизбежным. Там, где ты ожидал осуждения, я приношу благословение. Там, где ты ожидал потерь, я приношу избыток. Там, где ты думал, что двери закроются, они распахиваются со звуком, который выгоняет страх из твоего сердца. Помните,
что написано в Исаии 61:7. «Вместо позора вашего вам будет двойная часть, и вместо бесчестия они будут радоваться своей судьбе, поэтому они наследуют на земле своей двойную часть, будут иметь радость вечную». Это не поэзия для чьей-то чужой жизни, это заявление о твоей сегодняшней жизни. Те самые области, где ты считал себя некомпетентным, станут местами, где мое изобилие будет наиболее заметно. Я вижу тебя сейчас не как человека, утопающего в долгах, а как открытый канал для бесконечного потока процветания. Ты не гонишься за деньгами, ты притягиваешь их. Каждая копейка уже носит твое имя, написанное невидимыми чернилами божественного промысла. Счета, недвижимость, возможности – они уже твои в самом важном мире. Восторг победы, недалекая мечта – это пульс в твоих венах прямо сейчас, потому что я уже предопределил исход. Это неожиданный момент. Перелом. Время, когда чаша весов так внезапно склоняется в твою пользу, что те, кто знал твои трудности, не поверят своим глазам. Как Иосиф за один день прошел путь от заключенного до премьер-министра, так и твое положение изменится способами, не имеющими никакого смысла с точки зрения человеческой логики. Ты думал, что тебе придется подниматься медленно, шаг за шагом, изнуряюще, но я усаживаю тебя на место, которое ты когда-то видел лишь во сне. Вы войдете в комнаты, которые когда-то считали для себя запретными. Вам будут звонить, которых вы никак не ожидали, с предложениями, о которых вы когда-то просили, но получили отказ. Контракты будут носить ваше имя. Платежи будут поступать быстрее, чем ваш разум может подсчитать. И каждый раз вы будете вспоминать этот момент, когда я сказал вам, что Вселенная ответит на ваш зов, потому что я уже скрепил обещание. Помните, что случилось с Петром в Евангелии от Луки 5? Он рыбачил всю ночь и ничего не поймал. Измученный, униженный, готовый собраться и отправиться домой. И тут я сказал ему: «Отплывите на глубину и закиньте сети для лова». Это было бессмысленно, он был рыбаком и знал, что момент был неподходящим. Но когда он послушался, сети наполнились и порвались. Вот что я сейчас делаю для тебя. Ты пытался, терпел неудачу и почти сдался. Но я говорю тебе, закинь сеть снова. Улов уже плывет к тебе. Не принимайте это за совпадение. Не называйте это удачей, когда начинается поток. Это сила божественного поворота. Вот что происходит, когда я решаю, что годы борьбы выполнили свое предназначение и наступает пора изобилия. И когда он начнется, это будет не ручеек, а поток. Волнение, которое ты испытаешь, будет связано не только с деньгами, хотя их будет более чем достаточно. Речь идет о восстановлении уверенности, снятии стыда, внезапном осознании того, что ты не отстаешь, ты именно там, где я хотел тебя видеть в этот момент. Долгая задержка была не отрицанием, а подготовкой к столь важному событию, что оно должно было произойти в идеальное время. Вы поймете, что моя рука здесь, потому что благословение сложится так, как вы никогда не смогли бы спланировать. Долг, уплаченный здесь, откроет дверь там. Внезапный платеж откроет неожиданную возможность. Одна встреча приведет к цепочке благ. И когда все сложится, вы поймете, сама Вселенная отвечает на мой приказ от вашего имени. И вот истина, которая смирит вас, все это не потому, что вы заслужили это в мирском понимании. Да, вы много трудились. Да, вы многое претерпели. Но это преизбыточество не плата за труд, а дар благодати. Той самой благодати, которая превратила странствующего пастуха в царя, накормила тысячи несколькими хлебами, гласила бури и заставляла их молчать. Я запечатываю обещание сейчас. Не чернилами и не бумагой,
но словом моим, которое не может вернуться тщетным. Как написано в Исаии 55:11, так и слово мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно, и достигает того, для чего я послал его. Я изрек на тебя изобилие, и ничто, ни долги, ни экономика, ни задержки не смогут его остановить. С этого момента представьте себя таким, каким вижу вас я, переполненным сосудом, потоком, по которому свободно течет богатство, благословляя вас и всех, кто с вами связан. Восторг победы станет вашей новой нормой. Вы будете жить с осознанием того, что ресурсы всегда движутся к вам, потому что я повелел им это сделать. И когда другие спросят, как это случилось, скажите им правду. Это Бог, который меняет ожидания, который превращает стыд в двойную порцию, который открывает двери, которые никто не может закрыть. Это твой момент, и ничто не отнимет его у тебя. Прямо сейчас я хочу, чтобы вы остановились, не ждали, а возблагодарили. Благодарите еще до того, как цифры появятся на вашем счете, до того, как будут подписаны контракты, до того, как коллекторы исчезнут из вашей жизни. Почему? Потому что в тот момент, когда вы верите, что это уже произошло, вы вступаете в уверенность моего обещания. Благодарность перед получением – признак того, кто знает, что небесное слово надежнее земных доказательств. Я вижу тебя, стоящую там, думая о своей семье. Ты так долго нес их бремя на своих плечах, что оно стало частью тебя. Ты улыбался им, даже когда внутри тебя все ломалось. Ты строил планы, которые не мог себе позволить, лишь бы сохранить их надежду. Но теперь что-то невидимое меняется. Бремя этих тревог отступает немедленно, но мгновенно. Там, где было напряжение в груди, теперь покой. Там, где в разуме была тревога, теперь ясность. Звонит телефон – это не очередное требование оплаты, а возможность. Неожиданное одобрение, сделка, за которую другие боролись, но которая досталась вам, задаток, которого вы не ожидали. И вместе с ним наступает первая волна освобождения. Вы оплачиваете один счет, затем другой. Финансовые показатели падают, пока долги не исчезнут совсем. Вы смотрите на свой баланс и понимаете, его не просто достаточно, а более чем достаточно. Твоя семья тоже это видит. То, как ты больше не вздрагиваешь при упоминании денег. То, как ты говоришь о будущем так, словно оно принадлежит тебе. То, как ты отдаешь без колебаний. Они видят перемены в твоих глазах, тихую уверенность человека, который уже победил. Это не просто финансовый прорыв. Это трансформация личности. Ты больше не тот, кто борется, ты тот, кто обеспечивает, кто строит, кто благословляет. Вы начинаете строить планы, но на этот раз не от отчаяния. Вы финансируете ремонт дома без долгов. Вы бронируете путешествие, о котором ваша семья мечтала годами. Вы откладываете инвестиции на будущее своих детей. Вы жертвуете на важные для вас дела, зная, что ваша щедрость – часть потока, который никогда не иссякнет. И в каждом действии вы чувствуете радость, не мимолетное удовольствие от трат, а глубокую радость от осознания того, что вы живете именно так, как созданы. Даже ваше здоровье меняется. Постоянное напряжение в плечах ослабевает. Головные боли, вызванные стрессом, исчезают. Вы крепко спите не от усталости, а потому, что ваш разум наконец-то обретает покой. Вы просыпаетесь полными энергии, готовыми вступить в новый день, зная, что вас уже ждет все необходимое. И окружающие замечают. Они начинают задавать вопросы. Как ты это сделал? Что изменилось? Им нужен секрет, метод, стратегия. Но ты знаешь правду.
это был не просто упорный труд или случайность. Это был момент, когда ты связал свою веру с действием, момент, когда ты возблагодарил, как будто это уже произошло, момент, когда ты поверил, что обещанное мной уже действует. Вы говорите им, что дело не только в материальном благополучии, речь идет о свободе. Свободе, которая позволяет говорить «да» правильным вещам и «нет» неправильным, не боясь остаться в нужде. Свободе, которая позволяет вам помогать без колебаний. Свободе, которая делает вас непоколебимым, даже когда мир сотрясается. И я говорю вам сейчас, это только начало. Этот момент не конец вашей истории, а начало новой главы. Та же вера, которая привела вас сюда, поведет вас дальше, чем вы можете себе представить. Вы перейдете от выплаты долгов к созданию богатства, которое будет наследоваться. От потребности в помощи к тому, кому другие обращаются за помощью. От размышления о том, можете ли вы что-то себе позволить, к решению, соответствует ли это вашему предназначению. Ты соберешь свою семью и скажешь им: «Мы сделали это». Не потому, что тебе повезло, не потому, что кто-то тебя спас, а потому, что ты поверил еще до того, как увидел. Потому что ты возблагодарил, когда в твоих руках ничего не было. Потому что ты понял, что изобилие – это не только деньги, это мир, безопасность, щедрость и радость жизни без страха. Это та веха, о которой вы вспомните годы спустя и скажете: «В тот день все изменилось». Вы вспомните, где вы тогда сидели, что чувствовало ваше сердце, тот самый момент, когда вы решили полностью довериться. И вы поймете, что благодарность была тем семенем, из которого вырос этот урожай. Не молчите об этом моменте. Заявите об этом сейчас. Напишите об этом в комментариях. Я благодарю, потому что это уже сделано. Это не ритуал пустых слов, это публичное заявление небесам и земле о том, что вы вступаете в новую реальность. Каждый раз, когда вы это произносите, вы это подтверждаете. Каждый раз, когда вы это пишете, вы это подтверждаете. Ваша семья будет благодарна вам за то, во что вы вступаете сегодня. Поколения после вас будут жить, наслаждаясь плодами сделанного вами выбора. Страх, который когда-то определял ваши отношения с деньгами, сменится уверенностью. И эта уверенность будет не только в вашем сознании, она будет касаться вашего банковского счета, вашего дома, вашего здоровья и вашей радости. Прорыв уже здесь. Решения уже раскрываются. Переворот уже вписан в вашу историю. Вам остается только благодарить, как будто вы уже получили, потому что в моих глазах вы уже получили. Послушай меня сейчас, потому что именно в этот момент все меняется. Я шел с тобой сквозь ночи, когда страх был твоим единственным спутником. Я видел, как ты дрожащими руками смотрел на банковские выписки, чувствуя, как тяжесть долгов давит на твою грудь, чувствуя, как стены жизни надвигаются на тебя. Я видел, как ты считал монеты, молясь, чтобы их хватило, чтобы прокормить семью, спрашивая себя, придет ли вовремя пропитание. Но сегодня, дитя мое, сегодня все иначе. Сегодня ты стоишь там, где вера встречается с исполнением. Это не сон, не совпадение, это час, который я предопределил с самого начала. И ты не только станешь свидетелем прорыва, ты будешь жить в нем, дышать им и передавать его как свое свидетельство. Ты с сердцем, не сдавшимся, готов заявить нечто столь могущественное, что эхом отзовется через поколения. Ты посмотришь в зеркало и скажешь: «Я хозяин своей истории. Я хозяин притяжения». Не из гордости, а потому, что ты наконец понимаешь, что это я, твой Бог, вложил перо в твою руку. Каждый поворот, каждое горе, каждый момент финансовой тревоги не должны были тебя уничтожить, они должны были тебя подготовить.
И теперь ты видишь это. 100 миллионов долларов – это не конец, это только начало. Это изобилие и семя, а не урожай. Дальше неудержимая, благословенная и свободная жизнь, которая заставит замолчать все сомнения, каждый шепот, говоривший, что ты недостаточен. Помните, как вы думали, что бессильны? Когда вы верили, что система вас раздавит, когда вы думали, что ваши долги похоронят вас заживо. А теперь смотрите, ваши долги исчезли. Все балансы кредитных карт списаны. Ваш дом в безопасности. Ваша семья в безопасности. Не просто в безопасности, она процветает. Ваши дети больше не наблюдают за вашими молчаливыми переживаниями. Они видят, как вы мечтаете вслух. Они учатся у вас, что значит доверять, говорить о жизни, верить в божественное благословение. Они будут помнить не только изобилие, но и непоколебимую веру, которая его принесла. Я вижу, как ты сейчас держишь в руках выписку из банка, ту самую, от которой раньше у тебя мурашки по коже. Но вместо страха – благодарность. Вместо слез отчаяния – слезы радости. Это стало возможным не благодаря удаче, а благодаря вере. Это стало возможным благодаря тому, что твои слова, твое сердце, твое видение совпали с обещаниями, данными мною в моем слове. Ты доказал, что финансовые чудеса – недалекие мифы, это наследие тех, кто верит непоколебимо. Ты принял эмоциональную регуляцию, самообладание и доверие. Ты узнал, что твой разум, твои заявления и аффирмации имеют силу. И ты отказался позволить обстоятельствам диктовать твою судьбу. И в этот момент вы поднимаете голову и громко заявляете: «Это моя победа. Это мое божественное благословение. Это мой финансовый прорыв». Вы произносите это, как печать, впечатывая ее в ткань своей жизни, непоколебимую и вечную. Вы знаете, что 100 миллионов долларов – это не просто богатство, это свобода. Это возможность двигаться туда, куда я вас пошлю, отдавать без колебаний, финансировать мечты, которые несут свет в темное место. Вы больше не боитесь потерь, потому что знаете источник своего пропитания. Вы знаете, что тот же Бог, который дал этот прорыв, может умножить его безгранично. Итак, услышь меня ясно, дитя мое, иди вперед с высоко поднятой головой. Строй без страха. Жертвуй. Ты был верен в малом, и теперь я поставил тебя владыкой над многим. Твоя сегодняшняя молитва не отчаянный крик, а печать победы. Это твое публичное заявление о том, что процветание – твое наследие, а вера – твоя основа. Произноси это, пока оно не изменит атмосферу вокруг тебя. Живи так, пока каждое твое действие не будет отражать истину о том, что я, твой Бог, благословил тебя безмерно. И никогда, никогда не позволяй миру убедить тебя в том, что ты не являешься чем-то, кроме избранника. Дитя мое, это твой момент. Оставь комментарий и объяви о своей победе. Выскажи это всем и дай миру знать, что с непоколебимой верой ты вступила в непреодолимую жизнь, которую я тебе обещал. Благословение уже здесь. Прорыв уже здесь. И история только начинается. Отнеситесь к этому моменту серьезно. Не пролистывайте и не забывайте. Запишите. Произнесите. Запечатлейте. Я благодарю, потому что это уже сделано, это твоя черта на песке. С этого дня ты живешь как тот, кто уже победил. Благословение не в пути, оно уже здесь. И ничто, никакая сила на земле или на небе не отнимет его у тебя. И вот вы здесь стоите там, где когда-то вами правил страх, а теперь он смирился. Вы больше не смотрите на жизнь как на нечто, происходящее с вами. Вы видите ее такой,
какая она есть на самом деле, истории, которую вы пишете слово за словом, выбор за выбором, молитва за молитвой. С непоколебимой верой вы объявляете себя хозяином своей истории. Не потому, что контролируете все обстоятельства, а потому, что знаете, кто держит перо, и решили подчинить свое сердце его руке. 100 миллионов – это не конец этого пути, это первая глава в жизни, которую уже не остановить. Вы чувствуете это сейчас, не так ли? Тихую уверенность глубоко в душе, что именно сейчас все изменится. То, что когда-то казалось недостижимым, теперь просто неизбежно. Двери открываются прежде, чем вы постучитесь. Возможности появляются прежде, чем вы начнете искать. Вы больше не гонитесь за ними, вы притягиваете. Вы – магнит для благословений, для благ, для чудес в действии. Это свобода, которую я обещал тебе, не только свобода платить по счетам без страха, но и свобода жить без цепей. Свобода отдавать без колебаний. Свобода просыпаться каждое утро с целью, горящей ярче тревог. Ты вошел в поток, и теперь он не остановится. Твоя жизнь станет свидетельством того, что вера не только двигает горы, но и повелевает рекам изобилия течь в руки тех, кто осмеливается верить. Помните, процветание – это не случайность. Это наследие тех, кто безгранично доверяет мне. Вы не случайно обрели это благословение, вы пришли к нему намеренно, с молитвой, с сердцем, которое сказала «Я верю прежде, чем увижу». Вот почему ваша история вдохновит других. Они услышат о вашем преображении и поймут, что невозможное не просто возможно, оно обещано тем, кто ходит в вере. И теперь, завершая наше выступление, мы запечатлеваем этот момент. Эта молитва больше, чем слова, это печать победы на вашей жизни. Вы произносите ее не как тот, кто надеется, а как тот, кто знает «сделано». Это мое. Это запечатано. Это заявление будет сопровождать вас в каждом решении, каждой возможности, каждой открытой двери. Но услышьте меня, ваше путешествие не заканчивается с окончанием этого видео. Каждый раз, когда вы возвращаетесь к этим словам, огонь будет гореть ярче. Каждый раз, когда вы слышите их снова, ваша вера будет крепнуть. Поэтому пусть это не будет разовой встречей. Пересмотрите его. Произнесите его. Поделитесь им. Пусть другие увидят свет, который вы сейчас несете, ведь чем шире он распространяется, тем больше благословений умножается. Если эти слова дошли до вас, если вы чувствуете перемену в своем духе, расскажите о своей вере. Поставьте лайк этому видео в знак согласия. Подпишитесь, чтобы не пропустить ни одного слова, которые я скажу вам в жизни. Поделитесь этим с теми, кому нужен такой же прорыв, как и вам. И напишите в комментариях: «Я хозяин своей истории. Моя победа предрешена». Так мы поддерживаем поток не только для вас, но и для всех, кто с вами связан. Так ваше свидетельство становится искрой, от которой зажигаются тысячи других. И когда вы вернетесь сюда через несколько дней, месяцев или лет, вы увидите свои собственные слова, написанные как доказательство того, что вы поверили еще до того, как увидели, и эта вера породила ту жизнь, которой вы живете сейчас. Идите сейчас в благословенные, свободные, неудержимые. 100 миллионов уже здесь, но это только начало. Настоящее сокровище – это вера, которую вы несете, мир, в котором вы живете, и радость, которую никто не украдет. Это ваше наследие. Это ваша жизнь. И дальше она будет только лучше.